Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И я вам сейчас показываю свой заросший абсолютно полностью крыжовник. Как видите, кругом молодые побеги, которые у нас идут от ветвей. И как видите, снизу никаких просветов нет. То есть полностью куст у нас зарос. Естественно, необходимо его обрезать. Обрезку делают обычно либо осенью, либо весной. Но это не так. Летом необходимо тоже проводить обрезку нашему крыжовнику. Обязательно, иначе, как видите перед вами, нечто зеленое и большое. Как видите, полностью зарос крыжовник. И снизу даже нету проветривания никакого. Здесь у меня растет кинза, а здесь у меня куст, за которым я смотрю. То есть я специально тот куст не трогал и решил вам показать, что будет, если летом не обрезать крыжовник. Здесь, как видите, все полностью у меня обрезано и куст полностью проветривается. Ну, давайте я вам сразу показывать буду обрезку и объясню, чем опасно вот такое зарастание куста. Обрезку я начну с нижнего яруса. Итак, если не контролировать образование новых побегов и формирование уже существующих, поросль активно ветвится и приумножается. За пару лет куст становится непроницаемым для света, превращается в переплетение колючих веток, ягоды мельчают, зато пышно расцветает заболевание, и на ветках поселяются всевозможные вредители. Болезни такие проявляются, как мучнистая роса и другие. Из-за недостатка питания новые побеги постепенно становятся слабее, урожайность куста падает. Без должной заботы ветви постепенно удлиняются, ложатся на грунт и укореняются. Крыжовник теряет форму, перестает давать урожай и сам становится источником инфекций и вредителей. Обрезка крыжовника необходима не только для периодического избавления от старых, засохших или поврежденных веток. Ее цель – формирование полноценного куста, где будут ветки не одного возраста, а сильные побеги разных лет и активно дающие плоды и новые. Это позволит поддерживать стабильную хорошую урожайность в течение длительного периода времени, а слабую поросль и старые ветки правильно вырезать, дабы на смену пришли нулевые побеги замещения. Вступая в возрасте 3-4 лет в пору плодоношения, крыжовник может расти и активно давать ягоды до 15 лет и дольше. Наиболее же продуктивные побеги, достигшие 6-8 лет. Вот видите, сколько молодых лишних побегов я уже вырезал. А это я освободил только небольшую часть этого куста. Поэтому необходимо продолжать дальше обрезать этот куст. Как видите, сверху здесь тоже просто-напросто ужас, что творится. И теперь давайте начнем уже сверху обрезать. Обрезаем вот эти все молодые побеги, которые идут у нас от тех веток, которые мы оставили осенью. Профессиональные садоводы советуют оставлять 5-6 веток 4-летние, 3 ветки 3-летние, 3 ветки 2-летки и 3 ветки 1-летки. То есть вот таким вот образом формировать куст крыжовника. Оставлять несколько веток определенного года. Ну вот как видите, уже куст более-менее у меня стал похож на крыжовник, а то было нечто просто зеленое. И теперь уже даже видно низ куста. То есть куст проветривается, и на таком кусте, конечно же, меньше всяких заболеваний и вредителей. Вот что в итоге у меня получилось спустя полчаса. Вот как видите, здесь есть и 2-летки, и 3-летки. Вот побег молодой этого года тоже я оставил. Ну вот в таком виде, конечно, крыжовник уже намного лучше выглядит. Работы, конечно, на этом кусту еще очень много, но, к сожалению, ко мне идет гроза, и пора, наверное, прерваться мне. Ну что ж, желаю вам всем больших и хороших урожаев, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.